Ковыряю макет, играю на телефоне и устраиваю покатушки. Всем привет! В прошлый раз я собрал макет тяговой электроподстанции переменного тока. В случае, если вы не видели этот выпуск, советую сперва посмотреть его. Ссылка будет здесь и в описании. А сегодня я объединю 3 железнодорожные диорамы в один сюжет и проведу ходовые испытания модели локомотивов. Также расскажу о процессе подключения и настройки цифровой станции Rocca Z21. Приятного просмотра! Я решил объединить диорамы в порядке их постройки. Так, на канале первым вышел сюжет о железнодорожном вокзале Днепропетровск-Южный. После горный участок Карпат и крайняя диорама с тяговой подстанцией переменного тока. Суммарная длина этих макетов не превышает 1 метра. Чтобы увеличить ход локомотива, буду соединять их при помощи железнодорожных мостов. Они напечатаны на 3D принтере FDM технологией. Я купил их готовые, единственное, продавец увеличил высоту стоек под полотно горной диорамы. Остальные диорамы поднимаю надежным, проверенным годами способом. С учетом длины железнодорожных мостов получается почти 2 метра непрерывного пути. Я использую полотно серии Flex от фирмы Picca. Они продаются метровой длины и позволяют создавать любые конфигурации железной дороги. Для подключения полотна к цифровой станции необходима фирменная соединительная клипса. Она легко монтируется на любом участке дороги. Следующим пунктом проверяю наличие контакта между секциями и на всем участке дороги. Для управления локомотивами буду использовать цифровую станцию Rocca Z21. В ее подключении нет ничего сложного. Достаточно подать напряжение от блока питания, подключить контакты, отходящие от железнодорожного полотна, и через LAN-выход связать станцию с Wi-Fi роутером. Управление локомотивами осуществляется полностью через смартфон или планшет. С подключением станции к Wi-Fi пришлось повозиться. В роутере от Xiaomi по умолчанию адрес подсети 192.168.31, а для станции Z21 необходим адрес подсети 192.168.0, так еще и статический адрес 111. Поэтому пришлось менять в настройках адрес подсети самого роутера. Только тогда я получил обратную связь от станции. Прежде чем ставить локомотив на рельсы и устраивать покатушки, необходимо протереть рельсы спиртом или растворителем. Локомотивы с цифровым управлением выдвигают высокие требования к качеству контакта с токопроводящими рельсами. Мобильное приложение Z21 достаточно удобно в использовании и позволяет взять контроль над всеми участками и составами железнодорожного макета. В приложении имеется огромная база данных со всеми локомотивами и вагонами производства Rocca. Для остальных производителей существует функция ручного добавления модели. В первой вкладке указывается общая информация с адресом локомотива на макете, его название, фото и прочее.
Что немаловажно, приложение позволяет добавить собственную фотографию локомотива. Самое важное находится во вкладке «Функции». В ней перед пользователем открывается лист с 10 пустыми полями. Задача заполнить их доступными функциями конкретной модели. Необходимо задать адрес команды, вписать ее название и выбрать среди доступных иконок ее визуальное действие. Для добавления всех функций доступны 3 листа по 10 кнопок. Я заранее прописал все функции для модели тепловоза ТМ1. Без лишней траты времени спешу продемонстрировать его возможности. Скорость модели изменяется перемещением значения линейного регулятора. Для изменения направления движения достаточно выбрать необходимую стрелочку. При этом даже на стоячем локомотиве при смене направления загораются необходимые осветительные приборы. Вдоволь наигравшись с тепловозом ТМ1, решил прокатить по макету ЧМ-3. В силу того, что это заводская модель фирмы Rocca, ее можно добавить из базы данных приложения. Для этой модели уже прописаны все функции, можно сразу изведать все возможности модели. Однако, как только я захотел привести модель в движение, электрический двигатель издал мимолетные потуги, и модель стала невидимой для станции. Только после повторной установки модели на рельсы станция начала ее видеть, но все безрезультатно. Любой сигнал передвижения вырубает модель. Слышно, как двигатель пытается что-то сделать, и сразу отключается. Придется разбирать модель и устранять эту проблему. Если вы сталкивались с таким, буду благодарен, если подскажете пути решения этой неисправности. Следующим на рельсы установил электровоз ВЛ-23. С первого сантиметра движения понял, что и этой модели не суждено сегодня прокатиться по макету. Одна из колесных пар имеет явный дефект механики. При этом это возникает только при передвижении в одном направлении. Включаю реверс, и вот как-то так. Модель аж подпрыгивает. Последним остался тепловоз ТЭП-10. К счастью, с ним все в порядке. Однако он не прошел по высоте, уперевшись крышевым оборудованием в перекрытие моста. Все, что осталось, покатать его между секциями и вывести на путь единственный работоспособный ТМ1. Цифровая станция открыла новые возможности для творчества и создания больших работоспособных макетов. Вместе с этим выявила ряд технических проблем, связанных с недостаточным качеством комплектующих моделей. Что говорить о крафтовых наборах, если даже фирменный ЧМ-3 не способен сдвинуться с места. В следующих сюжетах я подробно расскажу о ремонте и доработке каждой из этих моделей. Также продемонстрирую все их возможности. Надеюсь, вам понравился такой формат видео. Если вам не тяжело, поставьте лайк и напишите комментарий. А сегодня на этом все. До скорых встреч!